Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем устанавливать клапана на каждую форсунку. Ну, вот, знаете, по другому видео, может, я поставил веерный. Для чего это надо? На струйных, честно говоря, не помню, но на веерных, видите, такие вот так называемые сопли, да, идут. Вот они пошли. То есть, смысл почему здесь такой? Вот у нас возле бачка стоит клапан один. Он идет на обе форсунки одновременно. Он не дает сливаться жидкости в бачок, но при этом на поворотах жидкость отсюда заходит воздух, выходит с этой форсунки и наоборот. И, соответственно, вот чтобы это устранить, мы будем устанавливать сюда клапана. Но для начала мы снимем клапан, который находится вот здесь, в бачке. Чтобы догнаться к клапану, да, он находится где насос бачка. Бачок, как мы видим, за предкрылком. То есть нам надо сейчас будет разобрать, снять вот эту вот накладку пластмассовую, снять колесо и снять подкрылок. Ну, вроде нижний не будем трогать, где у нас крепление с крылом сходится. Ну, посмотрим. Надо будет снять прикрылок, чтобы снизу подлезть к бачку. И там увидим клапан. Ну вот, я снял предкрылок. Пришлось снять все-таки нижний этот тоже саморез, который крепит у нас брызговик. Так, вот у нас наш бачок. Но насос стоит здесь. Честно говоря, вот я не вижу, где клапан. Это, по-моему, соединитель. Один. Здесь второй, наверное. Может, кстати, клапан. Обратно. Но вообще, по идее, он должен больше быть. Не знаю, может, он стоит возле моторчика самого. Сейчас, значит, придется снять бачок. Не знаю, выльется, не выльется. Сейчас, может быть, солью, когда буду снимать жидкость в емкость. Сразу, значит, сняли горловину бачка, да, вот, ну, там, вот так вот откручиваем отсюда. Надо что-то единое целое, так его не вытащить. Ну, такие вот наши доблестные инженеры фордовские. Так, ну что, будем снимать бачок. Ну вот, мы сняли бачок. Вот, я снял это. Идет вот сюда. Это на лобовое стекло. А вот. Ну вот, это идет на заднее стекло. И, судя по всему, вот они, эти клапана. Ну, по крайней мере, здесь стрелочки показывают сюда, значит, это клапан. То есть, по идее, его надо снять. Соединителя у меня нету. Может быть, получится трубку сразу поставить на насос. Ну, посмотрим, что у нас получится. Ну вот, я поставил соединитель сюда, да, вместо нашего клапана. А соединитель я снял, он, оказывается, стоял вот на этой трубке, которую мы с вами смотрели. Это на заднее стекло. Он получается без клапана вообще. У нас получается, здесь стоял вот этот вот наш обратный клапан. Видите, со стрелочками. А на заднее стекло без клапана вообще. Ну, то есть смотрел, почему у меня вода не сразу ушла. Ну, я поставил все соединитель. Я сюда поставлю на заднее стекло тойотовский клапан. Ну, вы знаете, да, вообще известный. Все его ставят, да, вот. Вот он, клапан Toyota, да. От Toyota. Вот его. Кому надо, артикул. Ну, все его ставят. Так, сейчас поставим, значит, на заднее стекло этот клапан. Сюда поставили соединитель и будем ставить бачок. Вот я поставил, вот как я уже показывал, да. Затянул наш клапан от Toyota стяжками. Ну и тот, соответственно, тоже, который поставил, он вот там вот находится. Тоже поставил его. Не клапан, а переходник, который мы сняли отсюда. Тоже сделал стяжками, ну, на всякий случай. Ну, а это промазал
антикором, раз уж все равно подкрылок снимал. Так, ну, поставили мы туда наш локер. Так, снял я рубашку, то есть тепловую здесь. Так, вот форсунки. Здесь, кстати, кто заметил, у меня есть видео на канале, когда я меняю элементы обогрева. Мне мои сгорели. Там, кто хочет, может посмотреть. Так, что мы будем делать? Ну вот, на этой у меня уже стоит другой тройничок. Нам надо сейчас вот так вот в разрез от тройничка до форсунки поставить один клапан. Ну а здесь, соответственно, мы снимем, я поставлю такой же провод, как трубочку такую, как здесь, чтобы клапан был, а потом будет идти. То есть клапан будет стоять перед форсункой. Можно, конечно, вот здесь поставить, да, то есть он, по идее же, это идет на форсунку водительскую, трубка. Но что я хочу сделать? Я хочу вывести, то есть вот изначально, да, вот это вот весь трубопровод обмывателя, он идет под рубашкой. А я хочу пустить его над рубашкой, только над двигателем. Для чего? Во-первых, когда двигатель будет работать, горячий воздух, ну, он будет прогревать вот эту вот зону, и даже если что-то прихватит морозцем, не замерзнет трубопровод. А во-вторых, я хочу здесь, соответственно, сделать отверстие на форсунке, да, чтобы горячий воздух от двигателя проходил в эти окошечки. Это я подсмотрел на, ну, конкретно я посмотрел на автомобилях Volvo. У всех, ну, в принципе, наверное, у многих стоят такие окошки, у кого стоят форсунки на капоте, не на жабо, да, а на капоте. То есть получается, горячий воздух в эти форсунки, в эти окошки будет попускать на форсунки, ну и, скажем, будет так тоже их разогревать. То есть, ну, дополнительная система вместе с друг чего обогрев опять накроется. Соответственно, что? Мне нужно сюда будет удлинить трубочку, чтобы вывести за нашу рубашку. Так, сейчас будем ставить. Ну, вот мои клапана, вот помните, да, я вот тойотовскую клапан поставил внизу, назад, да. Когда я покупал, я купил один клапан обратный Тойоты, а другой вот такой его номер. От Kia Hyundai. Вот кому надо. Выглядит он практически так же. Единственная стрелка, по-моему, у него в обратную сторону. Направление движения. Видите, там белый входной патрубок, черный выпускной. Здесь наоборот. Ну, не знаю, посмотрим. Читал я в интернете, вроде как люди ставят. Разница в чем? Hyundai и Kia стоит вот такой, ну, практически, я не знаю, почти в 3 раза дешевле, чем вот этот. В 2-то точно. Поэтому я купил для пробы один такой, другой такой, но решил все-таки тойотовский поставить туда, понадежнее, ну, там, чтобы не лазить под локером. Здесь, если вдруг сломается, под капотом что поменять не так его и долго. Ну, вот что у меня остался, да. А второй, естественно, второй это вот мой родной фордовский, который я снял возле бачка. Он теперь нам не нужен здесь. Поставлю его. Ну, посмотрим, будет работать, не будет. Поменять несложно. Здесь поменять несложно. Лазить под крылок не очень удобно, поэтому решил там поставить тойотовский. Так, будем сейчас ставить наши клапана. Ну вот я поставил один клапан.
А вот клапан одной от Форда. Так, теперь буду ставить утепление. Капотом. Ну, приложу сейчас, намечу окошки, куда и вырежу. Ну, провод, естественно, я буду провод обогрева под рубашкой. Ну, смысла вытаскивать нету. А сам нашу трубопровод будем крепить, ну, на стяжках посмотрим. Так, ну вот я, в принципе, закончил. Вот сделал такие-то окошечки. Здесь немножко трубочку длиннее сделал, чтобы она загибалась. Да, вот клапан фордовский, который с направлением сюда. Так. Ну вот клапан Hyundai, ну, который тайтовский можно сделать. Вот у нас треугольник. Ну вот прикрепил на стяжечках систему. Ну, не стал обрезать. Ну, мало ли, придется снимать. Обрезать, ну, как говорится, всегда можно успеть. Да, может быть, конечно, прямо сейчас не очень смотрится, но хотя, может, сейчас и обрежу. Посмотрим. Так, сейчас думаю, вот что еще сделать. Видите, такое окошечко получилось. Из-за того, что наклон идет вот сюда, пришлось чуть уширить. Не точно под эту. Но у меня есть пенофол, такой, ну, материал. Сейчас я думаю вот так вот поставить, чтобы чисто туда проходил теплый воздух, а по краям не ходил. Сейчас, если получится, сделаю, покажу. Так, ну вот я. Ну, во-первых, эти вот обрезал, да, штучки. Все-таки решил отрезать. Сделал я, вот у меня был кусочек пенофола. Вот он такой, видите, блестяшка, а с другой стороны обычный, ну, как пенопласт, как такой вспененный пенопласт, что ли. Но низ был толстый, поэтому я просто кусочек разрезал на две части. Видите, здесь получилось, ну, потоньше было, не фольгированный. Вот как это выглядит. Видите, получается такой канал. Вот там у нас канал для форсунки. А там, получается, с той стороны, с той везде закрыто. Ну и приклеил обычным моментом. Он хорошо клеится к поролону нашей рубашки. Так, ну и здесь, соответственно, тоже. Видите? Канал форсунки, а все, что за металлом, заизолировано. Соответственно, теплый воздух будет прогревать только форсунки. Ну, понятно, и наш трубопровод. Ну вот, я специально попрыскал замывателем, поехал на поворотах, как говорится, не притормаживал, чтобы посмотреть. И что мы видим, следов нету, да. Ну, есть вот эти следы, которые после того, как мы заканчиваем брызгать, они как бы еще вылетают немного. То есть, туда это у всех есть. А вот этих вот наших так называемых соплей, их нету. Так что это по что раз показывает, что система работает. Можете смело ставить. Еще раз всем спасибо за просмотр. До свидания.